Так, все, запись пошла. Блин, мне кажется или мне кажется не очень? Ну ладно, мне простительно. Да, что ж, всем привет. Это я. Меня Оля зовут, если что, если кто-то вдруг забыл. Первое, что, наверное, хочу сказать, прежде чем начать это видео, что я забыла, как снимать видео. Меня не было на канале уже около 5 месяцев. Меня не было около 5 месяцев на канале. Это почти полгода. Почему вы все еще здесь? У меня вопрос. Почему вы не отписали? И за это время, я думаю, неудивительно, что я немножечко разучилась снимать видео, я разучилась разговаривать со всем, типа с камерой, Это сложно. Второе, собственно, куда я пропала? У вас, наверное, была куча вопросов. Да, наверное, не без наверное, потому что многие мне писали, типа, Лола, куда ты делась? Ты вернешься вообще? Или, типа, нам уходить уже, расходиться? Нет. Извиняюсь, люди, которые мне писали, простите, пожалуйста, что я вам не отвечала. Реально, я немножечко абстрагировалась от социальных сетей. И как-то, знаете, я вроде туда заходила, но меня как будто там и не было. Я перестала выкладывать какие-либо посты, перестала вообще вести Телеграм, Ютуб. В Инстаграм я тоже не заходила примерно столько же времени, сколько и на Ютуб. Отвечать на ваши комментарии для меня было тяжело, потому что я не знала, что вам ответить. Я могу сказать, что да, я была занята, типа, у меня были очень проблемные времена. Это все оправдание, я не люблю оправдываться, честно. И возвращаясь к тому, что меня не было на канале 5 месяцев, я хочу перед вами извиниться. Простите, пожалуйста. Я думаю, нет смысла оправдываться или обещать вам, что такого больше не повторится, как делают это другие блогеры. Да, признаюсь, я сама так делала раньше. Но это бесполезно, потому что все мы люди. Камон, мы не знаем, что может произойти завтра. Мы не будем никогда уверены в том, что именно через неделю у нас также будет время на съемки. И я не вижу смысла говорить, обещать вам, что я не исчезну опять на 5 месяцев, на год или, не знаю, вообще перестану снимать. Я не могу это уверенно сейчас сказать, но я точно знаю, что я не хочу забрасывать этот канал. Я не хочу терять свою аудиторию, я не хочу переставать снимать, мне это интересно, это мое хобби. Это я могу вам точно с уверенностью сказать, но заброшу ли я канал через год или через месяц, я не знаю. Это все зависит от обстоятельств. Так что да, друзья, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к моим словам и не будете думать, типа, тебе все равно, ты постоянно будешь так пропадать. Нет, я постараюсь так не пропадать, но я не обещаю вам этого, я не могу вам это обещать. Я хочу еще также поговорить с вами о том, что происходит сейчас со мной, где я нахожусь, собственно, немножко о том, почему меня не было, наверное. И да, хочу отметить, что это не оправдание, просто хочу вас немножечко осведомить. В общем-то, чтобы вы понимали, чтобы вы были в курсе дел, почему меня не было. Не потому, что я выгорела или мне все это надоело, я решила все свернуть. Нет, не поэтому. И да, я это видео снимаю совершенно без сценария, то есть я типа сегодня буквально решила снять видео, потому что у меня есть время, есть возможности. Я говорю все, что у меня сейчас в голове, поэтому извините за такую скомканную речь, я просто знала, что конкретно хочу внести в это видео, но не знала, как это преподнести, чтобы было по полочкам, да. Понятно, в общем-то, что к чему, а не так, как я сейчас это все с бухты-барахты и с одной темы на другую. Я надеюсь, что вы хотя бы немножечко меня понимаете, что я вообще несу. Я несу тортик! Что я пытаюсь сказать? Что? Тортик, твою мать! В общем, почему меня не было? Возвращаясь к этому вопросу. Ну, во-первых, лето, когда я перестала, собственно, снимать, это, по-моему, был июнь, когда я все потихонечку исчезала, я начала работать. Потому что мне нужно было поступать в университет, и я знала, что у меня нет денег. Сами понимаете, университетская жизнь не такое уж счастливое время в плане бюджета. Деньги нужны всегда, особенно если ты уезжаешь в другой город. Я уехала из своего маленького городка, большой город довольно-таки, он называется Екатеринбург. Так как меня смотрят очень много иностранцев, я думаю, что вы вряд ли знаете этот город, но может быть наслышанный, он довольно-таки большой, почти, наверное, как Москва, утверждать не могу, но для меня лично это так, потому что я уехала из очень маленького города, и по сравнению с этим городом мой просто деревня какая-то.
Ну так вот, деньги мне были нужны, и я подумала, что нет лучше варианта, чем пойти работать хотя бы 2-3 месяца. Я думала, что этих денег мне хватит хотя бы на парочку месяцев, там, ну или подготовиться элементарно, там, прикупить шмоток и так далее. Такая была у меня цель. Поэтому я исчезла с видео, я пыталась совмещать, но я понимаю, что когда ты работаешь, а я работала на тот момент 5 через 2, это было очень тяжело, и работала я с утра до 11 ночи. Работала я с клиентами, то есть с людьми, с другими, и когда ты постоянно общаешься с людьми, то есть находишься в контакте с людьми постоянно, ты немножечко выгораешь эмоционально, и тебе тяжело как-то, не знаю, выжать из себя что-то еще, чтобы на видео было видно, да, то есть ты находишься в постоянном общении, а потом еще тебе нужно на камеру показывать свои живые эмоции, потому что я не понимаю людей, которые, типа, пишут какой-то конкретный сюжет для видосов, да, и потом дословно, читая этот сюжет, говорят. Это немножечко выглядит not so natural, you know. Это выглядит наигранно, а я хочу, чтобы вы видели мои живые эмоции. Мои какие-то неловкие ситуации, произошедшие во время съемок, мои шутки, которые придумываются одновременно со съемкой и так далее. То есть хочется, чтобы было все по-настоящему. А когда ты эмоционально выгораешь, у тебя такого не получается. То есть ты думаешь только о том, что надо поскорее начать и надо поскорее закончить. Чтобы такого не было, я решила, что не буду снимать видео, и меня просто не было на это сил эмоционально. Человек может отдаться целиком полностью чему-то одному только, да. У меня была работа, и те времена, когда у меня были выходные, у меня просто не было эмоциональных сил, чтобы отдаваться полностью видео. А по-другому для меня не бывает. Господи, как тяжело разговаривать. Ребят, пожалуйста, простите меня, что я разговариваю так несвязно и так непонятно. Я просто разучилась реально снимать видео, разучилась формулировать свои мысли так быстро. Я, конечно, разговариваю с людьми в университете, это понятно, но я могу формулировать свои мысли намного дольше, чем сейчас. Мне нужно это сделать, уместить все в это видео. Перебила сама себя, обожаю так делать. Обожаю. У меня пересохло в горле. У меня реально болит горло. Я так много никогда не болтала. Ну, по крайней мере, давно. Собственно, о чем я говорила. Да, я пошла на лето на работу, я забросила видеоролики, я забросила все свои соцсети. Повторю же, я абстрагировалась полностью от социальных сетей, мне было невероятно хорошо, вы не поверите. Это настолько круто, когда у тебя так много живого общения и мало социальных сетей. Не в обиду вам, я вас думала, я вас вспоминала. И простите все те люди, которые скинули мне заявки, я до сих пор их не отсняла. Все будет обязательно, все те, кто мне отсылал последние видеозаявки, которые я не сняла еще видео. Как-то странно получилось, но ладно. Я их обязательно сниму, так что ждите, в скором времени они выйдут. Блин, так смешно это звучит. Нет, просто они выйдут. Не знаю когда, но они обязательно выйдут. Не зря же вы мне деньги скидывали, как бы, да? Да. О чем я говорила? Ну, а затем пошла университетская жизнь. Я поступила в университет. Сейчас немножечко об этом расскажу, если кому-то интересно. Если не интересно, можете перемотать в конец. Я не знаю, что там будет, но, может быть, что-то полезное будет. Насчет университета. В общем, поступила я в университет УРФУ, Уральский федеральный гуманитарный. Уральский федеральный университет. Да, Уральский федеральный университет имени Ельцина у меня. Это УГИ, гуманитарный. Да, он один из самых лучших университетов России, но я не помню, на каком он рейтинге, в принципе, это не важно, просто я знаю, что он крутой, и я очень хотела в него попасть. Для меня это было что-то нереальным, потому что, во-первых, мне нужно было сдавать для поступления сюда историю английский, а с историей я вообще не в ладах, английский мне нравился, и я очень боялась его сдавать, но тем не менее, история полный ноль. Я изучала его с нуля. Второй момент, почему это было нереально, это бюджет. Я знала, что на бюджет я не пройду, опять-таки из-за экзаменов, а у моих родителей не так все хорошо с финансами, чтобы оплачивать этот университет, но тем не менее я здесь. Я как вы поймете, что я здесь, но я не знаю, надеюсь, вы можете поверить мне на слово. Я продукт сетевых технологий. Сотням этих людей наберусь незаметно в мозги. Кто тут
сказать, для чего нужен гуманитарий? Если киберзлодей человека готов завинить. Что вы за глупости говорите? Мы знаем же, да, ребята, что гуманитарное знание навсегда. Нас не заменят машины. Или заменят? Нет, не заменят. Заменят. Люди! Я здесь учусь в Уральском федеральном университете на та-да-да-дам-та-дам барабанной дробь на факультете востоковедения, друзья. Что такое востоковедение? Я, честно говоря, сама еще толком не поняла, но типа я знаю, что здесь мы изучаем языки, у каждого свой, кто какой хотел. Есть арабский, есть турецкий, есть китайский, есть японский, есть корейский. И теперь угадайте, попробуйте угадать, на какой поступила я. Нет, не на японский. Я поступила на корейский, потому что это моя мечта. С этого все и начиналось, в принципе, история моего канала, кей-поп и все, что с ним связано. Соответственно, корейский язык был моим фаворитом, и я пошла на корейский язык. Мне очень нравится учиться. Пока что я учусь уже 2-й месяц, мне очень все нравится. Ну и, собственно, вы поняли, да, вы увидели уже с первых кадров, что смена обстановки, друзья. Я переехала в Екатеринбург, соответственно, я сейчас живу в квартире, и мне очень пока здесь все нравится. И у меня назрел к вам еще один вопрос, друзья. Надеюсь, вы все еще смотрите это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, интересна ли вам будет рубрика моей повседневной жизни, то есть влогов. Снимать ли мне что-то подобное? Мне кажется, это будет довольно-таки интересно, потому что я, честно говоря, всегда мечтала снимать влоги, но учитывая тот факт... Энергетика. Учитывая тот факт, что я жила в очень маленьком городке, там, в принципе, нечего было показывать, не о чем было снимать, и моя жизнь была настолько скучной, это было неинтересно никому, я уже как-то пыталась. Поэтому, в связи с переездом, я подумала, почему бы и не попробовать. У меня много чего интересного происходит в жизни на данный момент, у меня появились друзья, я учусь на очень интересной специальности, я думаю, многим девочкам в основном, я думаю, будет интересно, что такое существует, да, востоковедение, я сама для себя эту профессию открыла только 2 года назад. Плюс я сейчас хожу на танцы. Поздравьте меня, это была моя 2-я мечта. Я хотела ходить на кавер-дэнсы. Все вы, наверное, видели, особенно любители кей-попа, как некоторые личности, люди собираются в команду и снимают кавер-дэнсы, я не знаю, зачем я это сделала, кавер-дэнсы на какие-либо песенки, в том числе и кей-поп, да и не только кей-поп, это очень круто, я всегда об этом мечтала, но опять же таки повторюсь, у меня был очень маленький город, там такого вообще в помине не было, но переехав сюда и познакомившись с прекрасными людьми из моего университета, мы собрались воедино в одну команду, и сейчас я состою, друзья, чтобы вы понимали, в Tao Team, это наша кавер-группа. К чему я, собственно, все это веду? Я бы
бы очень была благодарна вам, если бы вы поддержали меня и мою команду подписочкой. Мы есть в Телеграме, у нас есть свой YouTube-канал, на котором, кстати, вышел уже первый кавер-дэнс. 22 октября у нас был дебют. Можете поддержать нас подписочкой на YouTube-канале, также комментариями и лайками под нашим первым видео. Плюс также подписывайтесь на наш Telegram-канал, если вам интересно, там мы выкладываем нашу повседневную жизнь. Это так, немножечко рекламы. Если вам не интересно совершенно обо мне и о нашей команде в целом, о кавер-дэнсах, то можете промотать это видео немножечко вперед. Но, тем не менее, я вас умоляю, друзья, если вам реально интересно, то подпишитесь на нашу группу. У нас даже есть свой личный сайт, чтобы вы понимали, где написана биография каждого участника. А всего нас пока 8. Плюс еще у нас есть камерамен. У нас все очень профессионально. Ну, в общем, друзья, реклама закончена. Ссылочка будет в описании. Пожалуйста, жду от вас поддержки. Всем спасибо. Да, то есть моя жизнь более насыщена сейчас, и я думаю, мне есть что вам показать. Конечно, если вам интересна вообще моя жизнь. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Я хочу попробовать. Как вам идея, тоже напишите в комментариях. Я, конечно, видео все равно попробую выложить. Посмотрю по статистике, и там уже буду решать, буду ли продолжать или нет. А так, может быть, у вас уже есть готовое мнение на этот счет, и вы уже знаете ответ. Почему нет? Дерзайте, пишите, мне все интересно, что вы напишите. Ну, я думаю, кратко, я думаю, не кратко, но я объяснила, почему меня не было так долго на канале. Главная составляющая — это учеба и работа, да, в принципе, и все. В общем, у меня появился друг. Его зовут... Кстати, я так и не дала ему имя. Короче, это вот такая вот метровая или 1,5-метровая акула фиолетового цвета, моего любимого. Я ее обожаю. Это мой новый друг. Потому что, к сожалению, все мои домашние питомцы остались в моем родном городе, и возможность их посещать у меня выпадает только раз в месяц. Ну или же просто видеть их на экране телефона, но это совсем не то. У тебя нет возможности их погладить, поцеловать. И это грустно. Так что у меня есть вот этот вот друг. Я не знаю, как его назвать, пока я его никак не назвала, но надеюсь, что вы также поможете мне с этим. В общем, да, я, наверное, буду заканчивать этот ролик. Я не знаю, как его назову, типа новости канала, maybe just time come back. Просто я хотела обозначить, что я все еще здесь. Я все еще слежу за комментариями, я все еще слежу за своим каналом. Я безумно рада, что даже с моим отсутствием канал продолжает развиваться. Канал продолжает раскручиваться в том плане, что да, немножко угасли просмотры, немножко угасли подписки, но тем не менее они все еще есть. Вот, спасибо вам большое за то, что вы есть, друзья, и за то, что вы все еще со мной, блин. Так что да, я начну потихонечку возвращаться в соцсети, начну вести Telegram, надеюсь. Я очень рада, что я сняла такой тип видео, где мне не нужно притворяться кем-то, да, то есть мне не нужно иметь никакого сценария, чтобы просто так сесть и поболтать. Я сейчас реально очень круто выговорилась, как будто здесь сидит куча людей, которые меня слушают, но тем не менее здесь никого нет, и мне намного легче, реально, я как будто камень с души. Я на 100% уверена, что я что-то упустила, что-то забыла сказать, но тем не менее... Основную мысль я передала. Жду только вашей отдачи, жду ваших комментариев, жду вашего мнения на этот счет. А также я еще хотела, знаете, что сказать? Если есть на моем канале люди, которые интересуются корейской культурой, как и я, и вам был бы интересен формат видео об учебе, возможно, есть на моем канале люди, которые собираются поступать в этом году. Я, конечно, сомневаюсь, но если есть такой процент людей, то, пожалуйста, тоже пишите в комментариях, будет ли вам интересен формат видео об учебе. То есть, если я вам расскажу, что такое УрФУ, что такое факультет востоковедения, то есть, что это такое, зачем туда идти, что вы там будете делать и так далее.
Честно говоря, я сама отучилась пока только 2 месяца, но может быть спустя полгода учебы я бы сняла такой видеоролик, мне бы хотелось узнать ваше мнение. Мне кажется, это видео очень длинное получилось, минут на 20, наверное. Да, не забудьте дать имя моей акулке. А напоследок я хочу вам показать мой прекрасный, я знаю, что я без фокуса, я хочу показать мой прекрасный вид из окна. Я ни в коем случае не хвастаюсь. Блин, а что так все плохо? Почему вы видите меня? Так не должно быть. Короче, секунду. Я сейчас вырублю свет, и все будет. Йоу. Мне кажется, так должно стать лучше. Нет. Вы все еще видите меня и мою кровать. Ну окей. Вы видите часть просто моего шикарнейшего вида. Бля. Что не так? Что с моими операторскими способностями? В общем, вот. Блин, мне, конечно, очень жаль. Я вижу вот эту вот срамоту с правой стороны или с левой для вас. Но просто посмотрите на это. Это шикардос. Это вид на $1 000 000, реально. Я на 13 этаже живу, если что. И тут реально очень круто. Блин, я поняла. У меня лампа горит. Сейчас, секунду. Сейчас почти без света будет. Йоу. А что так сразу нельзя было сделать? Тут реально очень красиво. Я не думала, что даже на камере будет так красиво. Ладно, все, друзья. Я, конечно, вижу, что вы не видите мою руку. Вот она. Друзья, всем пока-пока. Я всех безумно люблю. Спасибо, что вы все еще со мной. Вот. Никуда от меня не уходите. Я надеюсь, что так и останется. Вот. Да. Всех вас безумно люблю. Целую, обнимаю и всем пока-пока. Не, ну блин, такой вид реально можно снимать за деньги. Нет? Вы не согласны? Почему вы не согласны? Типа так, ну, вы не можете не согласиться. Конечно, вживую это выглядит еще круче, чем оно есть на самом деле. Все. У меня все. Всем пока.